это у нас тут притаился? Знакомая конструкция. Вот только у меня в выпусках ее еще не было. И знаете, что это? Это самоходная артиллерийская установка 152 мм, именуемая 2С-19 или МСТА-С. Но обо всем поподробнее. Это первая 152 мм САУ у нас на канале. Она дает защику М109А6 Паладин и многим другим САУ, кстати сказать, тоже. А еще на базе нее был сделан тот самый лазерный танк. В эпоху Холодной войны страны НАТО и СССР соперничали за гегемонию на мировой арене. Возникла настоящая гонка вооружений. В 1971 году советская армия вооружилась 152 самоходной гаубицей 2С3 «Акация». Эта машина пошла в бой в ответ на появление аналогичных систем у стран НАТО, особенно 155 мм самоходная гаубица М109, которая тогда считалась вершиной военной техники. Но Запад не собирался отставать. Он разработал САУ СП-70, оснащенную баллистикой 155 мм гаубицы FH-70, обещающей поражать цели на расстоянии до 24 км с обычными снарядами и до 30 километров с активно-реактивными. Это давало преимущество в борьбе со вторыми эшелонами, позволяя наносить удары еще до прибытия противника на передний край. Кстати, про гаубицы Запада. Все вы слышали про М777, так вот такая как раз вышла у нас на канале. Мы ее хорошо показали. Ах да, на Бусти канале. Вы можете перейти по ссылочке и посмотреть. Подписывайтесь. Должно быть, вы подумали, как-то БелАЗ остался почти невредимым. Будку им немножко разнесло. Это было 2.42, это было 2.72, это было два танка Т-72Б3М. Но сегодня у нас тоже модификация интересная. И сегодня у нас МСТА-С, 2С-19, М. А вот М2, М3 или еще что-то напишите в комментариях. Но важно одно. Внутрянку мы сегодня показать вам не можем, потому что она секретная. Но, как видите, эта машина весит больше 40 тонн, и нам стоило труда, чтобы затащить ее на полигон. Естественно, это 152 мм, и стрелять мы будем разными боеприпасами, стрелять мы будем по БелАЗу, и первый пристрелочный у нас будет болванкой, то есть там не будет взрывателя. И давайте посмотрим, что делает 152 миллиметровый снаряд с БелАЗом, если он летит как лом фактически, или как бобс. Знаете, цветы, с которыми обычно мы с парнями имеем дело, крайне опасны. Гвоздики, пионы, гиацинты. Вы понимаете, о чем я. Но ведь настоящие цветы — это же прекрасный способ, чтобы выражать свою любовь и заботу, и не ждать особого случая. Ведь каждый день — это повод для того, чтобы подарить близким и любимым немного радости и улыбок. Парни, мужчины, не стесняйтесь показывать девочкам свои чувства. Дарить цветы — это не только мило, но и, естественно, это мужественно. Это залог крепких и долгосрочных отношений. И помните, что когда мы делаем наших близких счастливыми, мы сами наполняемся позитивом и радостью. И да, кстати, для тех 5% прекрасных дам, что нас смотрят, не ждите, пока вам подарят цветы. Порадуйте себя, украсьте дом и зарядитесь позитивом. А помочь вам в этом, знаете, кто может? Вам в этом поможет Русский букет. Они работают для своих клиентов круглосуточно и осуществляют доставку цветов и подарков по всему миру. У Русского букета нет никаких границ и ограничений, свободны от санкций и препятствий. В их распоряжении имеется обширный выбор способов оплаты, включая различные валюты. Сервис предлагает готовые решения и подарочные комплекты для любого случая. Сотрудничество с Русским букетом еще и выгодно, и у них действует бонусная программа и приветственные скидки. Конечно же, гарантия, качество и свежесть цветов, потому что улыбка и удовлетворение клиентов – это главный приоритет этой компании. И самое важное – скачивайте приложение «Русский букет» по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Используйте промокод RussianLove для скидки 15% на ваш первый заказ, а для повторных заказов – Forever Bloom на скидку 10%. И пусть ваш мир наполнится ароматом цветов и яркими эмоциями. До новых встреч с Русским букетом.
И сейчас мы стреляем из саушки самоходная артиллерийская установка, которая называется МСТА-С. Погнали! Итак, мы стреляем болваночкой. Первый у нас был рикошет. Стреляем еще раз болваночкой пристрелочной, потому что меньше всего хочется стрелять в никуда со взрывателем. Сами понимаете, техника безопасности превыше всего. А неплохо. И это без взрывателя. А, это со взрывателем. Советский Союз не оставался в стороне и взялся за ответный ход. В 1976 году под руководством Юрия Васильевича Томашова начались научно-исследовательские работы по определению облика будущей САУ дивизионного звена, которая должна была быть вооружена мощным 152 мм орудием. Эти работы стали и отправной точкой для создания самоходной артиллерийской установки, получившей знаменитое наименование МСТА-С. Система начала свой путь в 1980 году с выдачи требований Главного ракетно-артиллерийского управления на самоходную гаубицу калибра 152 мм для замены в войсках гаубицы 2С3 «Акация». Это стало отправной точкой для разработки новейшей артиллерийской установки, которая должна была соответствовать самым высоким требованиям времени и технологий. И главным разработчиком стал завод транспортного машиностроения, который вместе с другими ведущими конструкторскими бюро приступили к созданию этого орудия. Первый макетный образец был изготовлен в 1983 году, а в 1989, после длительных испытаний и доработок, самоходная гаубица 2С-19 МСТА-С была принята на вооружение артиллерийских полков мотострелковых танковых дивизий советской армии. На данный момент САУ семейства МСТА-С является одной из основ самоходной артиллерии российской армии. В строю имеется несколько сотен боевых машин этой линейки. Продолжается производство новых и осуществляется глубокая модернизация старых. Я предлагаю стрелять еще 2 раза и потом уже смотреть, так сказать, посередине. В конце концов, у нас не такое уж ограниченное количество боеприпасов сегодня, как у некоторых танков из предыдущего БелАЗа. А я вообще без наушников был в этот момент. И это было красиво. Итак, 152-ка работает. Вот здесь происходит место детонации. Тут вырывает все нахрен. Как и вырывает это колесо. А я говорил, что я вернусь, парень. Долго ты меня ждал? Смотри, тут что-то дымится. Курнул, но вроде не на... Ну ладно. Тиктоки, тренды никак меня не покидают. Что ж, сейчас мы поставим слому камеру. Поближе у нас было пристрелочных несколько штук. Некоторые ушли рикошетом. Один, вот видите, как рикошетнул прям так. Но попали мы в цель разочек. И один разочек у нас, по-моему, осколочками его посекло. Вот здесь, видите, прилетик был такой нехилый.
Так, сейчас мы ставим слоумо камеру и постараемся попасть. У нас есть несколько видов боеприпасов, но сейчас мы стреляем ОФ-64. Так, что у нас тут интересное произошло? В эту сторону отлетел у нас, я не знаю, он в прошлый раз не отлетал? Я не помню. Отлетал, да? Так, ну, короче, место взрыва было здесь. Горячая эта штука. Горячий мост. Это мост, да? Рама. Мост, рама. У нас там еще много вкусненького для этих снарядов. У нас осталось 6 снарядов. И все их сейчас мы залпом расстреляем по этому БелАЗу. И еще я вам покажу один интересный боеприпас. А вы скажете, что это за боеприпас, потому что я вам об этом ничего не рассказывал. Согласитесь, это уж точно крупнокалиберный переполох. В конце концов, где вы видели, чтобы 152-ка САУ, новая модернизация, стреляла по БелАЗу? Погнали! Солнце в зените, это значит, еще есть время, чтобы высадить пару-тройку снарядов. Честно говоря, я думал, 152 снаряд разнесет его в клочья одним снарядом. Но пока что мы имеем переднее колесо отлетело чуть-чуть, но БелАЗ еще держится. И мне это, естественно, не нравится. У меня, конечно, в запасе есть синенькие таблетки, ну, в смысле, синенькие боеприпасы, и я их обязательно заряжу, если не разнесу его до конца еще 3 боеприпасами. Ну, погнали, еще разочек выстрелим. Вот это было неплохо. БелАЗ немного развернула. Это, наконец-то, хороший результат. Гаубица выполнена по башенной схеме, а ее корпус по геометрии подобен корпусу танка Т-72. Он разделен на 3 отделения. Первое – это отделение управления, второе – боевое и силовое, моторно-трансмиссионное, то есть. В передней части расположено место механика-водителя с органами управления шасси и 3 призменными приборами наблюдения ТНПО-160 и прибором ночного видения ТВНЕ-4Б для вождения в условиях ночной разведки, а в средней части боевое отделение. На корпусе с шариковыми опорами установлена сварная башня диаметром 2444 мм. Масса башни боекомплекта составляет целых 13,5 тонн. Учитывая, что это необычная МСТА, а вы напишите, почему она необычная, внутри показывать мы не можем. Но, тем не менее, вот это вот здоровая бандура называется орудие 2.64. Там внутри находятся места для экипажа, и все это, конечно же, мы вам не покажем. Тем не менее, командир имеет поворотную башенку, аналогичную башне командира танков Т-64 и Т-80. Для точного наведения орудия как днем, так и ночью командирская башенка САУ-2 из 19 МСТС оснащена комбинированным прицелом ТКН-3В с прожектором ОУ-3ГКУМ. Для стрельбы из зенитного пулемета используется прицел ПЗУ-5. Место наводчика оснащено артиллерийским панорамным прицелом, который называется 1П-22 для стрельбы с закрытых позиций, и прицелом прямой наводки 1П-23 для стрельбы по наблюдаемым целям. Система 1В-124 обеспечивает автоматизированное управление наведением орудия для вертикали и механизированное наведение по горизонтали, а также восстановление наводки после выстрела. Специальный механизированный подающий лоток, размещенный снаружи на корме башни, позволяет осуществлять подачу боеприпасов укладки непосредственно с грунта. Дополнительные конвейеры для этой цели дают возможность вести огонь, не расходуя внутренние запасы боеприпасов.
В режиме похода один из этих конвейеров размещается на башне, второй убирается внутрь. В кормовой части же корпуса самоходной артиллерийской установки находится моторно-трансмиссионное отделение, аналогичное таковому на танке Т-72. Кроме того, бронирование 2С-19 всего 15 мм, то есть обеспечивает защиту от пуль и некоторых осколков и защищает экипаж. Ну все, сейчас мы пристрелялись. Вообще-то расстояние здесь меньше 800 метров. Вот это уже нравится, черт возьми. А, недолет, да? В этот раз немножко не долетело. Знаете, не такая уж и большая эта мишень БелАЗ, даже с полукилометра. Да, обычно саушке нужно хотя бы километр, а мы стреляем 520 типа 5 метров. 3, 2, 1. Ого! Это что было? Вы видели это? Это кто, покрышка взорвалась? Это было красиво. Фу, ну и вонище. Основным оружием самоходной артиллерийской установки 2С-19 является 152 мм гаубица 2,64, которая полностью унифицирована по баллистическим характеристикам со 152 мм буксируемой гаубицей 2,65. Орудие 2,64 состоит из нескольких ключевых компонентов, включая ствол, затвор, электрооборудование, досылатель, противооткатное устройство, люльку, ограждение и уравновешивающие и подъемные механизмы. Для облегчения работы заряжающего предусмотрено электромеханический досылатель снаряда и заряда, а также механизм удаления стрелянной гильзы. Противооткатное устройство включает в себя тормоз отката и пневматический накатник. Подъемный механизм секторного типа обеспечивает наведение орудия в широком диапазоне углов. Боекомплект САУ 2С-19 составляет 50 штатных выстрелов. Однако, в зависимости от необходимости использования управляемых снарядов «Краснополь», кстати, выпуск про Краснополе на нашем канале был, только на канале Boosty, и он абсолютно бесплатный. Можете переходить и полюбопытствовать. В основной арсенал самоходной гаубицы 2С-19 входят в основном осколочно-фугасные заряды ЗОФ-45 с дальнобойностью стрельбы до 24,7 км. Снаряды ЗОФ-64, которых у нас сегодня большинство, с повышенной эффективностью, а также осколочно-фугасные снаряды ЗОФ-61 с газогенератором донного вдува и новые кассетные снаряды ЗО-23. Штатный боекомплект САУ-2С-19 состоит из 20 осколочно-фугасных и 30 активно-реактивных снарядов. Масса типичного ОФ снаряда 43,56 кг и содержит такой снаряд до 7 кг взрывчатки. Закончим с ТТХ, и я хочу сказать следующее. Из этой мсты еще никто и никогда не стрелял. И я, можно сказать, ее первенец. Погнали. 3, 2, 1. Бум! Вот это было хорошо. 3, 2, 1. Недолет, да? 50 метров недолет!
Вот это отлично! Есть попадание! У-ху! И, господа, у меня большая загадочка для вас. И кто напишет правильно, возможно, тот получит приз от меня. И приз это будет шеврон с надписью, ну, типа, склонен к насилию, например. Внимание, вопрос. Что за два таких интересных снаряда у меня? Ведь те вы видели, они другого цвета, серого. А этот снаряд, например, синий, как баклажан, да? А вот этот вот зеленый, как огурец. И какие-то надписи непонятные, иностранные. Но это не 155 миллиметров, это 152, Т-20 написано. А вот на этом вообще ни хрена не написано, кроме 152 и все. Так, может быть, вы зададитесь этим вопросом и найдете ответ на мой вопрос. И если вы в большинстве своем ответите правильно, то мы обязательно как-нибудь из них постреляем. Но у всех есть маленькие секретики, например, как то, что мы не показали МСТУ С внутри. Кстати, может быть, и на этот вопрос у вас тоже есть ответ. Почему мы в этот раз МСТУ не показали? Могу сказать только одно. Это совершенно новенькая МСТА, из которой до нас, из нее, еще никто не стрелял. Пойдем посмотрим, что стало с БелАЗом. Ни хрена! Его развернуло! Иу! Вот этой штуковиной можно было бы качаться. Ау! Блять, килограмм 15 весит. Смотри, кусочек с номерным знаком, подшипнички разные, кусочки БелАЗа. О, Белла, чао, Белла, чао, Белла, чао, чао, чао. О, партижано, о, бантемино, ла каса де папель. Знаете, что это? Это бачок. В какой-то момент, в один из выстрелов, я увидел, как что-то взорвалось. То ли это был бачок, в котором остались какие-то сгустки соляра. Возможно, это мазут этот как-то сдетонировал. Или взорвалось колесо, я не знаю, но это было эпично, согласитесь. Бабам! Вот это мне нравится, друзья, вот это калибр. Да, вот тут точно шансов не было. Я надеюсь, эта махина на меня не свалится. Чувствую себя титаном, а? Посмотри-ка. Что это? Нет, вот это не коробка. Это какая-то станина, которая очень похожа на, знаешь, лафеты у пушки. Очень похоже на то, что они отпускались каким-то образом, чтобы, не знаю, придержать его на весу, когда меняется колесо, типа домкрата или что-то типа того. Вы же, конечно, в комментариях напишите: «Эй, парень, это никакой не домкрат, это такая вот хрень». Чуваки, я разбираюсь в пушках. Здесь мало что осталось от того, что можно назвать пушками. Смотри-ка, что у меня есть. Становая тяга пошла. Давай. Надо же, а? Сколько энергии у команданта этим летом. Ну ладно, еще весна. Обожаю это время года. Крыша над головой, хотел сказать, уже протекает. Ну, в общем, вы понимаете. Смотрите, ее ведь разломало. Тут прям видно, что подшипники, они оголились. И коробка, которую... Что это? Карданный вал? Что это? Как называется? Кто-нибудь скажет мне? Возможно. Да, это точно коробка. Вот видите, здесь переключение передач. Но этот БелАЗ держался очень хорошо. Мне нравится. Смотри, как у Хаймерса, да, эти кубики. И еще какие-то шестеренки. Кусок моста. Смотри, вот эта штука, про которую я говорил, что она очень похожа на на домкрат. Вон, видишь? Вот это ее часть железная, охрененно здоровая. А вот вторая часть. Сам я домкрат. Это, судя по всему, не знаю, часть моста. Смотри, это мост. Это рама, наверное, да, вот это мост.
Передний мост, точно, это кусок переднего моста. Офигеть. Когда я его развернул, я, честно говоря, своим глазам не поверил. Типа, чего? Вы видите то же самое, что и я. Смотри, видишь, какая вмятина нехилая? Это 152-очка делает. Видишь, какие пробоины. Хотя это, может быть, и 30-ка оставляла. Но смотрите, я делал несколько выстрелов. Не я, а наша Савушка. Просто проламывала его, в какой-то момент развернула. В моменте отлетело нахрен колесо вот сюда. Посмотрите-ка! Я человек-энергия! Я единственный блогер на ютубе, который разносит. Знаете, я вдруг подумал, а что если однажды на этом полигоне или на каком-то другом стоял бы огромный самолет? Ненужный наверняка самолет, просто интересно. Огромный 50-метровый самолет, и я бы по нему... Но это ведь только мечты, спросите вы, скажете вы. И надеюсь, что мечты сбудутся. Какой-нибудь старенький, может быть, отдали бы нам, было бы хорошо. Посмотри сюда, вот кусок моста, вот так вот выглядит. Команданта отковыривает кусок моста. Это еще чуть-чуть подтекло, на него вся махина приземлилась, и если еще чуть было бы ударить по этому колесу, он бы просто перевернулся вот так вот. Видите его часть дисков здесь? Смотри, шестеренки заднего колеса. Блин, прикинь, ему заднее колесо просто снесло. Мы ведь ударили одним 152-м снарядом прям под заднее колесо. И вот здесь произошла детонация, и колеса нахрен вырвало. И где колеса? Смотри, ни хрена себе барабанище какой тут, а? Смотри, в заднем мосту дырень. О! И эти шестеренки, все шестеренки, которые вы видите перед своими глазами, это сделал я. Моя прелесть. Вот, видите, это как будто бы часть снаряда, что ли. Вот еще шестеренки. И вот еще. Лет на 20 раньше я бы их забрал для своей качалки. А куда улетели колеса? Это колесо от БелАЗа? О, да, точно. Ни хрена себе деталька. Ты только посмотри сюда. Колесо от БелАЗа улетело на 50 метров. Эй, чувак, как дела вообще? Смотри, вот это я понимаю, СТОшечка на дому, а? Ну-ка. Блядь, да сколько ты весишь? 150? Сколько килограмм оно весит? Если в предыдущем ролике, где 2 танка стреляло по нему в стиле Шайхулут, если вы понимаете, о чем я. Жалко, у меня нет нашивки с гусем погонять Шайхулуда. Ну, вы понимаете. Ведь сначала он такой, типа, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливает, что мне БМП-2, что МТЛБ, танки. Ну, такое, знаете ли. И тут врывается во всю эту дискуссию королева войны или бог войны, Савушка МСТС и ху-ху! Добрый вечер. Его переворачивает, отваливает у него колеса, разворачивает ему мосты. И если вы в Санкт-Петербурге, и вы типа такие на алые паруса и разводите мосты, если что, зовите. Мосты я разводить умею. Теперь у меня целый окоп тут образовался. Обручальное кольцо. Сюда, чиназис. Так, посмотри, тут вытекло все. Чувствую себя, знаешь, слесарем. Смотри вот сюда, посмотри. Здесь все так хорошо подслезало. Внутри из моста все вытребушило. Хорошо. Нравится. Ой, я вижу тормозные колодки. Типа, да? Это тормозные колодки? Ну, это, короче, какие-то очень похожи на тормозные колодки. Битва титанов завершилась, и это было грандиозное зрелище и грандиозная битва. Вокруг мазут и еще немного воды стекает. Блять, а это кусок снаряда 30-очки, прикинь. Представь, смотри. Где вы еще можете такое увидеть, а?
Так, самое время. О, смотри, кабина-то стала подвижной. Да, через нее теперь не залезешь. Но, возможно, я смогу залезть с этой стороны. Ну да, вполне себе. Надеюсь, там нет никаких шайхолонов. Очень удобная подвесочка. Жили да были, Белас да Саушка. Ой, и не свезло-то им подружиться. Как уебала Саушка, так и пришла в негодность чудо белорусского автопрома. Судя по накачанным разбросанным ногам, вы можете предположить, что мы сюда поставили манекены, только мужского пола в этот раз. Типа, нам нужны были крепкие орешки, нахрена нам девчонки? В прошлом выпуске они не особо-то выживали. И что я могу спросить? Типа, эй, парень, почему у этого парня брови как у девчонки? Слушай, ну точно видно, что это парень, у него нет сосочков. Ладно. Ю-ху! Пройдем посмотрим другие части тела. Давай, побежал. Ты должен передвигаться быстрее. Знаете, это была славная битва. Но эта битва закончена. С вами крупнокалиберный переполох, и знаете, когда я говорил, дальше будет интересней, я имел в виду вот это. Но, возможно, фантазии команданта хватит еще кое на что. Я притащу что-нибудь более грандиозное. Не переключайтесь, ведь наше шоу только разгоняется в своих зверствах над техникой. И, кстати, там был один парень, то ли Хэнсон его звали, то ли еще как-то. Ну да, Хэнсон. Не хочешь сделать обзорчик на мою тачку? Пишите в комментариях, отмечайте этого парня и все такое. Увидимся.